Здравствуйте, дорогие раки! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, и это гороскоп на следующую неделю с 5 по 11 февраля. Множество разных событий может нас поджидать. Давайте вместе с вами немного раскроем дверь в будущее и узнаем, что конкретно нам принесет следующая неделя. Наливайте чай, кофе, ставьте лайк, мы начинаем. Ну, во-первых, понедельник начнется с того, что кто-то поменяет свой дом. И это окажется планета обучения, общения и коммуникаций Меркурий. Входит в знак зодиака Водолей в ваш 8-й дом гороскопа. Он пробудет там до 23 февраля, где-то 18 дней. И что он может принести? Давайте посмотрим. Во-первых, за эти почти 3 недели, вы узнаете что-то новое про своего партнера, про своего мужа или жену. Какую-то новую дверь в его или в ее характере вы откроете. Что-то ваш любимый человек сделает такое, что для вас окажется неожиданным. К примеру, муж забьет гвоздь, никогда в жизни не брал молоток в руки. Или жена наконец-то приготовит мясной рулет с сыром и ветчиной. Такой, который вы никогда нигде не пробовали, и уж точно она его раньше и не делала. Что-то будет интересное. И за эти 3 почти недели это интересное у вас в жизни должно произойти. Дальше идем. Меркурий Водолея дает нам энергию раскрепощения. Вот если вы долго не могли показать себя, заявить о себе, стеснялись в обществе или там в компании у друзей что-то о себе рассказать или поднять какую-то тему важную для вас, то на следующей неделе, с 5 по 23 февраля, Меркурий Водолея даст вам эту энергию раскрепощения. Вы будете более спокойно относиться к каким-то изменениям, более спокойно относиться к тому, что вы говорите, и спокойно относиться на реакцию, на критику со стороны каких-то людей. Это могут быть близкие люди, друзья, ваш партнер, мама, папа или даже дети. Затем Меркурий будет, как я уже сказал, в 8-м доме гороскопа, а это все, что связано с кредитами и ипотекой и вообще долгами. Поэтому здесь вы можете познакомиться с новыми людьми, которые тоже находятся в такой же ситуации, как и вы. Может быть, возьмете консультацию, это может быть консультация юриста, это может быть консультация человека, знающего всю тему, в которой вы находитесь, касательно кредитов, ипотеки. Может быть, это будет риэлтор. Не исключено. Придется платить по долгам на следующей неделе, да и вообще до 23 февраля. Вот эта тема чужих денег будет в вашей жизни присутствовать. Как будто вы, накопили определенную сумму, уже кому-то задолжав, и теперь нужно будет как-то думать, как это все отдавать. Но это абсолютно не страшно, раки, вы обязательно справитесь, у вас все непременно получится. Далее, новые интересы в вашей жизни могут появиться. Как-то расширите вы свои возможности, как-то что-то вас новое завлечет. Может быть, вы откроете новое хобби в себе. Не знаю, коллекционировать будете банки-склянки, или, может быть, вышивать крестиком начнете. Либо что-то будет связано, не знаю, так как раки любят руками что-то делать, да, может быть, это будет огород, сад-огород, может быть, что-то будете высаживать новое. Раньше с этим вообще никаким образом вы не контачили с землей и с семенами, а сейчас начнете. Потрясающее время для того, чтобы действительно разнообразить свое хобби, свои таланты. Это замечательно. Затем 8-й дом – это прибыль, прибыль, это перечисление вам на карточку каких-то денег, это может быть премия, это может быть льготы какие-то, детские пособия, какие-то перечисления. Редко в случаях бывает, конечно, наследство, что там умерла какая-то третья бабушка по материнской линии и завещала вам, 20 метров квартиры где-нибудь там в Вологде, поэтому здесь это тоже не исключено, раки. Далее, если вы за рулем, пожалуйста, соблюдайте правила ПДД. Вот прям обязательно. Никого не перегоняйте, не езжайте ни на какие запретные цвета и не нарушайте вообще ничего. Постарайтесь, пожалуйста. Потому что по 8-му дому возрастает вероятность каких-то происшествий. Колесо спустит или гулька натворит дел, что вы будете отмывать свою крышу и стекло прям во время поездки куда-то. Далее, Меркурий Водолей еще, по поводу интересов я сказал, приходят какие-то
знаете, какие-то идеи, как решить проблему, как решить ситуацию, которая тянется за вами, знаете, вот прям шлейфом таким не особо приятным на запах. Может быть, вы хотели закрыть кредиты или долги, да, опять же, по 8-му дому мы возвращаемся. Придет какая-то идея, как это сделать. Может быть, да, придется взять подработку или занять у кого-то денег, чтобы срочно вот закрыть этот займ. То есть что-то будет связано непосредственно с какими-то такими долгами. Или вы если идти по теме кредитов, может быть, вы будете занимать кредиты, и придет идея, где их взять, эти деньги. Может быть, вы будете с ипотекой что-то решать, то есть брать какую-то консультацию, опять же, я сказал, да, и какие-то идеи, а вот как вот устроить там сделку купли-продажи. Но опять же, да, 8-й дом — это не недвижимость, это все-таки такие деньги не ваши, поэтому проиграться может и так в том числе. И тайны какие-то откроются во мраке. Следующая неделя, да и вообще до 23 февраля Меркурий в Водолее какие-то тайны приоткроет. Какие-то интересные секретики вы узнаете про своего партнера, или про своего друга, или про свою маму, про своих детей. Но в любом случае, раки, я желаю вам удачи справиться со всеми секретами, которые вы узнаете. Ну и не рубить с плеча, это очень важно. В это же время, в понедельник и во вторник, Луна меняет свой знак, заходит знак зодиака Стрелец, ваш 6-й дом гороскопа. Ну, во-первых, Луна в Стрельце – это обострение, такое чувство справедливости обостренное. Вы захотите за кого-то защититься в понедельник или во вторник, отстоять чью-то позицию или даже собственную позицию. Ну вот, как будто, знаете, кого-то под крыло возьмете, заботу, какую-то опеку будете проводить. Может быть, это будут родители, может быть, вы о них будете заботиться, своей бабушке. Может быть, придется к ней поехать и купить ей продукты, если она не может там дойти среди сугробов до магазина продуктов. Либо какие-то волонтерские, может быть, даже действия будете совершать. Но опять же, вот чувство обостренной справедливости, кого-то защитить, отстоять точку зрения, сделать так, чтобы уравновесить, так сказать, какие-то вещи в своей жизни. Вот понедельник, вторник, возможно, проиграется и таким образом. Итак, 6-й дом – это ваши обязанности, это ваша работа. И так как Луна будет в Стрельце, она принесет какой-то оптимизм вам. Вот прям с начала недели, вот прям вот вы будете знать, что все будет хорошо. Да выполню я все свои обязанности, да сделаю я этот проект, да закрою я эту задачу. То есть как-то легко вы будете относиться к каким-то вот к своей службе на работе и вообще к вопросу о работе. Как-то все легче будет проходить у вас в понедельник и вторник, без каких-то заморочек. Затем, 6-й дом – это здоровье, это лечение, здоровье. И здесь Луна в Стрельце говорит о том, что вы можете преувеличивать свои болячки. Вот, не знаю, там насморк, а вы уже там надумали себе, напридумывали, что у вас там какая-то неизвестная болезнь, не знаю, там Паркинсон какой-нибудь или еще что-то. В любом случае, нужно будет идти в больницу. Вот, понедельник, вторник – это хорошее время для того, чтобы проверить свое здоровье, пройти какую-то профилактику, сдать анализы, кровь, мочу в баночке, да, принесли, отдали, и теперь ждите, что там врач скажет. Либо какую-то, не знаю, какие-то медикаменты, лекарства вам выпишут, вы будете их принимать. То есть все, что с этим связано, прям вот самое главное, не делать из мухи слона. Сдать анализы, ждать, что там кто скажет, взять какую-то консультацию, может быть, у какого-то узкого специалиста, да, и уже потом решать, что делать дальше. Но ни в коем случае себе не накручивайте, что, о господи, да неужели все, вот она, болезнь. Нет, не надо себя так накручивать. Все решается, 21 век, все будет хорошо. Далее, все, что касается домашних животных, это тоже 6-й дом. Возможно, кто-то из раков захочет взять себе котенка, котейку домой, либо собаку, либо черепашку завести. Из приюта можете взять, да, какого-нибудь животного. Либо, если у вас уже есть животное, может быть, придется за ним поухаживать, что-то поменять, что-то купить. Не знаю, лоток там уже треснул у кошки. Или собаке новый поводок надо взять. Либо какой-то корм поменять, что-то купить. Либо вообще свозить его к ветеринару, потому что 6-й дом – это здоровье. Это здоровье может быть в том числе и ваших питомцев. Так что имейте в виду, раки, если вдруг чихнула собака, обратите на это внимание. Далее 6-й дом – это все, что связано с ремонтом, с обустройством дома. Может быть, вы будете двигать мебель. Этого будет достаточно, чтобы что-то изменить в квартире. Либо вы будете выкидывать старую мебель, что-то рушить, крушить, диван, шкаф, что-то вот вам будет уже мешать и назойливо прямо перед глазами стоять. Может быть, вы поменяете технику,
купите в технику какой-то, ой, в дом какую-то технику купите, стиральную машину, там, плиту поменяете, либо еще что. Либо действительно это ремонт, все, что связано с ремонтом, либо он станет на стоп, потому что здоровье помешает, да, что-то там подтянете, либо там придется там лечь в больницу на какой-то промежуток времени на профилактику, да, то есть все, что связано со здоровьем и ремонтом, это может как-то сыграть вот в понедельник и во вторник. Затем все, что связано с, знаете, у вас будет словно потребность в движении. Вот вы как будто застоялись, и вот вам надо что-то делать. Вот будет прям вот не по себе. Вот вы целый день лежите, надо что-то сделать. Надо куда-то пойти, что-то встать, прибить гвоздь, помыть полы. То есть вот прям движ, вам захочется двигаться, раки. Ну и все, что связано с подчиненными и с коллегами на работе. Возможно, вас попросят разложить все по полочкам, потому что 6-й дом это все-таки разбор, все по пунктикам. Может быть, нужно будет прописать какие-то правила, может, нужно будет закончить какое-то дело, какой-то проект на работе, и все прям вот, все по пунктикам, прям вот галочку, выполнил, галочку. То есть вот таким образом будете закрывать какие-то задачи и на работе в понедельник и вторник. Среда и четверг. Луна в знаке зодиака Козерог в вашем 7-м доме гороскопа. В доме партнерства, отношения, брака и вообще все, что с этим связано. Вообще с другим человеком, что связано. Так вот, Луна в Козероге провоцирует нас на сдержанность. Мы будем как-то немного скупы в отношениях в среду и в четверг. Может, вас там любимый человек будет звать куда-то на природу съездить, либо что-то купить, да, но вы будете как будто сдерживаться, вы будете сдерживать себя от каких-то чувств, от каких-то эмоций, будете думать, уйдете куда-то внутрь себя, в свой внутренний мир, а вот правильно ли поступает мой любимый человек, а вот он сказал то-то, ага, надо подумать, надо уйти в себя, поэтому здесь Луна в Козероге, она как будто, вы знаете, охладит перед другими, перед вашим любимым человеком. Вообще, любимому человеку в среду и в четверг может показаться, что вы его разлюбили, потому что вы перестали ухаживать или проявлять какое-то внимание, или просто элементарно улыбаться и разговаривать с ним. Поэтому в среду и в четверг, возможно, какие-то разговоры будут с любимым человеком. Что такое, что с тобой происходит, очнись из анабиоза, что происходит, что в бабочку превращаешься. Вот таким образом. 7-й дом, в том числе еще и, как я сказал, брак, союз, ну и развод в том числе. Поэтому здесь, может быть, вы полезете куда-то в свои мысли, в свои мозги и будете анализировать. Ага, может быть, уже все, может быть, я уже не люблю. Или наоборот, надо дать себе время, чтобы расставить все точки над «и». Такое может быть судебные процессы, какие-то деления имущества, как я уже сказал, развод или наоборот роспись. Вообще, по 7-му дому хорошо сыграть свадьбу какую-нибудь и прям вот отправиться в кругосветное путешествие. Поэтому судебные процессы могут касаться непосредственно двух людей. Какие-то процессы, переговоры какие-то, интервью, может будете давать интервью кому-то. Может, это будет собеседование в том числе, да? То есть тет-а-тет. 7-й дом — это один человек, вы и другой человек. Все, и больше никого. Поэтому, скорее всего, либо собеседование, либо еще что-то. На собеседованиях вы можете проговаривать темы, которые для вас важны. К примеру, если вы с будущим руководителем общаться будете, то вас очень будет интересовать материальная составляющая. Сколько вам денег будут платить? Но, пожалуйста, эти вопросы задавайте более грамотно. Вообще, прочитайте в интернете, как правильно вести себя на собеседованиях. И дерзайте, раки. Далее, все, что касается публичности, общественной деятельности. Если вы занимаетесь блогерством, каким-то онлайн-бизнесом, если у вас там подписчики есть, да, то есть как-то вы развиваетесь в этой сфере, в сфере публичности, то здесь опять же, да, вы как будто остановите развитие именно соцсети, либо переключите внимание и скажете: сейчас не время, сейчас не до этого, сейчас не до всяких там телеграммов, не до ютуба, не до чего, сейчас вот надо что-то другое решить, да, а потом я обратно вернусь. Либо что-то можете забросить, какое-то хобби, какое-то дело, над которым вы лелеяли, не знаю, там, несколько недель или даже месяцев, поэтому здесь может быть что-то вот прям сдержите, то есть отодвинете на потом. Какое-то хобби. Ну и дипломатию обязательно нужно проявлять, 7-й дом. Все-таки, если будете договариваться, да, спокойно, красиво преподносите информацию, которая вам нужна, вешайте лапшу на уши, если нужно, но красиво и элегантно, раки, очень важно. Ну и Луна в Козероге еще
говорит о том, что будут какие-то препятствия, и нужно будет что-то выполнять по правилам. Опять же, если 7-й дом мы с вами рассматриваем, то здесь может быть ваша вторая половинка, любимый человек, скажет: все, теперь мы живем так, и распишет вам план действий, либо распишет вам диету, либо распишет вам время для сна и для работы. То есть какие-то правила будут в отношениях, и эти правила, возможно, вы будете обсуждать вместе с любимым человеком. Вот ты стираешь носки, а я готовлю, ты работаешь, а я сижу дома. То есть вот что-то такое будет. Но опять же, возможно, препятствия и в этом плане. Может быть, вам что-то не понравится, вы будете сдерживать свои эмоции, будете как-то обижаться даже на вторую половинку из-за того, что что-то вот прям вот не ладится. Но опять же, по 7-му дому дипломатию включайте, разговаривайте, обсуждайте с любимым человеком то, что и для вас в том числе важно. Вот так, если все-таки вы еще пока свободный рак, и у вас никого нет, поэтому здесь, конечно, проявить бы инициативу, с кем-то познакомиться, но Луна в Козероге не даст вам вот раскрепоститься и действительно вот прям проявить весь свой флер. Лучше все-таки подождать немного другого момента. Пятница и суббота. Луна в Водолее, в вашем 8-м доме гороскопа. Ну, о чем это говорит, раки? Во-первых, какие-то домашние проблемы, обычные какие-то проблемы или дела будут решаться с трудом. То есть, к примеру, не знаю, там у вас труба лопнула, нужно ее срочно перевязать, поменять. Вот здесь будут какие-то нюансы, которые вы сразу не сможете решить. Может быть, труба какая-то редкая, ее нужно искать в Китай, ехать за ней. Либо, я не знаю, там какую-то проблему решить с ЖКХ, что-то там, да, пойти какую-то справку взять, но вы понимаете, что у вас нет времени, вообще сейчас не время, и вообще все, не получится сейчас ничего. Может быть такое. Луна в Водолее может, когда ваше решение по обычным каким-то делам, домашним, бытовым, какие-то решения будут даваться с трудом вам. Будете думать, а правильно поступать, неправильно, вот я сейчас сделаю, а потом нужно будет переделывать это все. Ну вот как-то это немного затянется в пятницу и субботу. Так как 8-й дом — это все, что связано с кредитами, мы в это возвращаемся, потому что Луна в Водолее будет там же, где Меркурий. И здесь усиливается в пятницу и субботу вот это чувство того, что нужно отдать долги, нужно расплатиться с чем-то. Вы можете в это глубоко уйти, типа вот мне не хватает денег, надо вот занять или отдать, либо наоборот потрясти своего друга, когда же он отдаст этот долг, потому что уже 100 лет не отдает, а мне нужны эти деньги. Может и так будет. То есть здесь тема чужих денег, тема, сейчас скажу, тема автомобиля, если вдруг сломается, да, вы будете думать в пятницу, субботу, черт, что же делать, как быть, не знаю, как принять, какое решение принять. Может быть и такое. Затем в пятницу и субботу вы узнаете какую-то тайну. Как я уже говорил, Меркурий в Водолее до 23 февраля будет что-то раскрывать в вашей жизни, либо в жизни вашего любимого человека. И вот здесь в пятницу-субботу, возможно, вы что-то новое узнаете, опять же, да, секрет какой-то, может быть, просто элементарно сплетню, и будете себя накручивать. Ага, вот так вот, что же мне делать с этой правдой, как мне поступить с этим секретом, вот как мне быть. То есть даже решение в таких проблемах, в таких делах будет затруднительным для вас. Также пятница, суббота — это нервозность, это какие-то ситуации, которые вот вы не можете решить прямо здесь и прямо сейчас, это будет выбивать вас из колеи. То есть вот что мне сделать, чтобы наконец-то этого не было в моей жизни. И вот будет нервозность, будет какая-то обида на кого-то, и вы будете это все мусолить прямо внутри себя, раки. Поэтому здесь в пятницу и субботу лучше не обращать внимания на негатив, а подключить позитив. Но чувствительность никуда не денется, и любое какое-то колкое слово в ваш адрес, оно просто вас выбьет. Вот здесь вот, раки, будьте, пожалуйста, повнимательнее. Ну и еще, помимо этого, хочется сказать о чем-то приятном. Конечно, Луна в Водолее приносит сюрпризы. Сюрпризы могут касаться и финансов, и каких-то вещей, связанных с вашей трансформацией. То есть, может быть, кто-то подарит вам какую-то книгу, вы ее прочтете и измените полностью, не знаю, это трансформация, потому что 8-й дом это, знаете, какое-то перерождение вашей души, перерождение вашей психологии. Может быть, да, вернусь опять же, книгу кто-то подарит, вы ее прочитаете и измените свою точку зрения, какую-то позицию, либо
какой-то сюрприз вам любимый человек преподнесет, и перед вами раскроется картина, как действительно к вам человек относится, действительно ли он вас любит. То есть вот что-то, какие-то сюрпризы, и в основном сюрпризы по Луне Водолея, они приятные, так что ждите в пятницу и субботу что-то очень приятное и интересное. Ну и помимо этого всего, новые знакомства будут в пятницу, субботу. Вот здесь вот можно обратить внимание свободным раком на то, что пора уже полазить своей рукой по приложению знакомств, либо пойти в библиотеку и там с кем-то познакомиться. Но 8-й дом, он не про знакомства, он все-таки про какие-то долги, про какие-то кредиты, про деньги, которые должны прийти, про какие-то тайны, про операции. Кстати, 8-й дом, если у вас все-таки операция какая-то там в пятницу-субботу, то в принципе она должна пройти хорошо, потому что Луна в Водолее, она все-таки придаст какой-то, знаете, энергетики такой вот, что все хорошо, все получится, удача будет на вашей стороне. Вот, и опять же, да, новые знакомства, они могут оказаться вообще либо в плане финансовом, то есть какие-то риэлторы или какие-то там брокеры, или какие-то, не знаю, менеджеры, вы с ними познакомитесь и будете выяснять какой-то очень важный для вас вопрос. Ну и все, что связано с оккультными способностями. Может быть, кто-то из раков будет брать консультацию у местной гадалки, у местной ясновидящей, что мне делать, как мне быть. Ну, в любом случае, не все раки, но некоторые заинтересуются именно вот такой потусторонней силой. 9 февраля будет новолуние, но так как видео все-таки большое, огромное и много информации в нем, я, скорее всего, запишу его отдельным роликом, так что подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Ну и воскресенье, как всегда, Луна меняет свой знак и переходит в знак зодиака Рыбы, ваш 9-й дом гороскопа. Она будет там и в воскресенье, и в понедельник в том числе, поэтому давайте немножечко здесь посмотрим, что нас может поджидать. Во-первых, в воскресенье нельзя предаваться отрицательным эмоциям. Если кто-то вас будет выводить из себя, вот в воскресенье, в понедельник, старайтесь сохранить оптимизм, старайтесь сохранить какую-то душевность, старайтесь сохранить улыбку, какой-то позитивный взгляд на мир и на вещи, и на ситуацию. Если вас что-то кто-то будет выбивать из колеи, пожалуйста, раки, вот прям вот старайтесь не выводиться на негативные эмоции в воскресенье, в понедельник. Затем 9-й дом — это все, что связано с дальними поездками, с путешествиями. Может кто-то из вас решится все-таки, да, отправиться куда-то там по турпутевке куда-то, либо в отпуск, к примеру, за границу, либо обучение за границу, потому что 9-й дом — это высшее образование. Может быть, вы будете изучать язык удаленно, то есть учитель ваш будет в одной стране, а вы в другой стране. Либо наоборот. Расширение кругозора, расширение каких-то знаний придет к вам. Опять же, да, это может касаться абсолютно всего. Это как вот шпаклевать стену вы научитесь, либо узнаете что-то новое по рабочим каким-то вещам, да, то есть вы расширите свои знания. И это может и по книжке, может быть, какая-то информация появится, либо человек у вас в жизни появится. В основном это могут быть люди другой культуры, которые вас обучат ремеслу, либо принесут какую-то информацию очень важную для вас, для вашего развития. Дальше, Луна в Рыбах говорит о том, что в воскресенье вам захочется заботы, вам захочется понимания, вам захочется, чтобы вас обняли, поцеловали, вот просто вот принимали такими, какие вы есть, чтобы вот весь мир подождал, потому что Луна в Рыбах еще в том числе говорит о том, что вы захотите уединения, чтобы никто вас не беспокоил. Вот прям не трогайте меня в воскресенье, в понедельник, вот не надо. Я сам или я сама, сейчас все придет в норму, в голову, дайте мне просто побыть наедине с собой. И, конечно, вы захотите, душа потребует, чтобы вас просто полоскали, по головке погладили, полежали с вами вместе на диване под какой-нибудь хороший, интересный фильм. То есть вам потребуется вот просто душевной теплоты в воскресенье и в понедельник. Вообще душевная теплота всегда требуется, но в воскресенье и понедельник это будет прям остро нуждаться вы будете, Луна в Рыбах. Проявляются таланты в это время, вот в воскресенье или в понедельник что-то такое вот проявится у вас, какой-то новый дар, какая-то способность может проявиться. Может быть, вы начнете решать проблемы просто на раз и два и поймете, что вы теперь профи, и можно развиваться в какой-то другой сфере. Может быть, я не знаю, начнете книгу писать. Вот просто вот так вот, хоп, сели, начали писать и поняли, что вы можете это сделать. Так что, раки, тут способностей будет, конечно, очень много разнообразия способностей в мире, но таланты какие-то вы можете в себе, так сказать, откопать.
Ну и 9-й дом — это еще учительство. Может быть, кто-то придет к вам на стажировку, вы будете обучать человека на работе, либо вы будете как ученик, и кто-то придет и будет вас обучать. Как я уже говорил, это могут быть люди другой культуры, другой религии, может быть, вы учитель, и придет новый класс, и придется его обучать. Или какой-то курс будете проходить, повышение квалификации будете проходить, что-то изучать. Опять же, по 9-му дому все, что связано вот прямо вот с новой информацией, которая будет в воскресенье, в понедельник класться вам под корку. То есть все, что вы узнаете, уйдет с вами надолго. Вы это не забудете уж точно. Ну и можете встретить покровителя, человека, который будет вами дорожить, человека, который будет за вас отвечать, человек, который захочет сделать из вас профессионала, эксперта. Это может быть тренер, это может быть бригадир, это может быть человек, который вот прям именно в вас увидит какой-то потенциал. Поэтому в воскресенье, в понедельник не прозябайте этого, раки. Дорогие мои милые раки, вот такой был астрологический прогноз на следующую неделю. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, все наладится, вы решите все свои проблемы и с улыбкой будете идти по жизни. Я вам от души желаю только всех благ, крепкого здоровья и удачи в ваших начинаниях, потому что ее иногда бывает вам не хватает. Ну, либо просто поддержки, чтобы рядом был человек, который сказал: у тебя все получится. И у вас точно все получится. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если попали на него случайно. Ну и я жду ваши комментарии. Тоже под этим видео пишите, как вам ваш прогноз, сбывается, не сбывается. Мне будет интересно почитать. Всем спасибо, что провели со мной эти минуты. Я очень рад и счастлив, что смог поделиться с вами этой информацией. Всем до свидания и хорошего настроения. Пока!